Всем Всем привет, кто привет, кто заходит, всем заходит, всем привет. привет. Сейчас на Сейчас на телефоне тоже телефоне тоже включу. включу. Привет, 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 еще привет, раз кто еще раз кто заходит, заходит, заходите на заходите на эфир. эфир. Сегодня Сегодня суббота, суббота, эфирчик. эфирчик. Всем Всем привет, 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 привет. привет. Вот. Заходите, Заходите, пока я пока я достаю достаю карты. карты. Будем Будем смотреть смотреть подсказки. подсказки. Доброго Доброго субботнего. Все Все вижу. вижу. Вижу, Вижу, вижу вижу вас. вас. Доброго Доброго субботнего субботнего вечера, вечера, Алена. Алена. Подсказки на Подсказки всех на всех колодах. колодах. Благодарю. Благодарю. Ирина, сейчас Ирина, сейчас будем, вы будем, вы самые самые первые первые написали. написали. Анна Анна Баирова, Баирова, здравствуйте, здравствуйте, подсказки. подсказки. Давайте будем Давайте будем смотреть для смотреть для Ирины. Ирины. Опять есть Опять есть эхо. 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 Так, а так, есть эхо? Где-то еще включен. Я вообще включила, у меня видео не было. Я вообще просто думала, что сейчас будет, я не знаю. Вот сейчас нормально. Все хорошо. Просто я тут уже столько видео, думаю, видео нет, что делать? Спасибо, что написали. Светик, добрый вечер тоже, да. Ой, донат Светик уже отправила. Шустрый Светик. Сейчас я быстренько тут посмотрю. Пока не вижу что-то донат. Ну, сейчас я посмотрю вот для Ирины, я уже мешаю. Подсказки для Ирины. Для Ирины смотрим. Подсказка первая. Развивайте свою интуицию. Первая подсказка. Развивайте свою интуицию. Для Ирины смотрим. Подсказка. Пора выйти из тени и начать активно действовать. Выходите из тени, начинайте. Действуйте. Для Ирины смотрим. Подсказка. Измените свой взгляд на мир. Вот. Такой большой одуванчик. Для Ирины смотрим. Подсказка. Все получится. Все идет так, как надо. Продолжай в том же духе. И у тебя все получится. Смотрите-ка, не настраивается. Камера-то, а? Вот. Все получится у вас. Продолжайте в том же духе. И послание из будущего. Послание из будущего. Смотрим. Ой, ну тут то же самое вам как бы показывает, что продолжайте делать. Не сдавайся, доведи начатое до конца. Не сдавайтесь. Скоро вас ждет победа. Еще чуть-чуть осталось. Вот. Классный одуванчик. Уже вторую неделю выпадает. Ну, с изменениями на жизнь. Ну вот значит это нужно. Значит так и будет. Что-то я не вижу доната. Отличные подсказки. Да, Ирина, хорошие подсказки вам. Вот. А, на карту. На карту было. Это я донат смотрю. Думаю, сейчас. Сейчас тогда посмотрю вопросик доната, а потом дальше в комментариях. В комментариях можете писать, кто еще не получил подсказки. Сейчас гляну.
Благодарю, Алена. Самого благоприятного вам завершения марта. Вам тоже. Последний день марта у меня день рождения, так что будет благоприятно. И в отпуск пойду. Куча дел уже запланировано, прям самый первый день. Очень много дел. Спасибо, Ирина. Вам тоже всего хорошего. Чтобы все было хорошо. Давайте для Светика смотрим вопрос. Его мысли, да? Мы следим в последнее время о Светике. Смотрим его мысли. А у него страстное желание к вам, очень хочет действовать в вашу сторону, очень активный, хочет проявиться. В мыслях его переполняет энергия. Как я угадала, начала развивать интуицию. Правильно, развивайте, она всегда нужна. Но он пока это не показывает, кстати, Светик, Дима не показывает вам свои чувства на полную катушку, свои эмоции, что бы он хотел с вами сделать, да, он не показывает по полной, немножко попридерживается он себя. Да, почему он это делает? Ну, потому что думает, что все будет в свое время, все будет в свое время, все, типа, все будет, но когда вы перейдете на другой уровень, да, да, сдерживает свои эмоции, да, когда вы перейдете на другой уровень, тогда все и случится, тогда уж он себя покажет, вот. Очень много энергии в вашу сторону, очень много хочется действовать, хочется вот, вас хочется. Вот. Еще что он думает? Ну, как будто хотел бы провести время с вами, повеселиться, отдохнуть, но пока что как будто не может. Его не устраивают пока что обстоятельства, какие-то возможности. В общем, пока не время, как будто он что-то там решает свое. Но очень хотел бы повеселиться, отдохнуть, просто отдохнуть душой. Чем он там занят, он не скажет. Я, говорит, не скажу, чем я занят, нечего тут вам, говорит, сюда лезть. Он говорит, не скажу, ладно. Он что еще думает? Он хочет сделать выбор в вашу сторону, хочет как бы выбрать вас среди других и сделать вас своей, чтобы вы были его, да, никому вас не отдавать, никуда не отпускать. Ну, он влюблен, есть чувство, есть страсть. Хотел бы, чтобы вы были вместе. Возможно, будет переводить отношения на новый уровень. Потом захочет близости очень. Как переведет отношения, вот, хочет вас придержать рядышком, никому не отдавать. Да, хочет вас закрыть от других. Если кому-то там что-то захочется к вам, то все, вы заняты. Что вас закрыть от других, да. Очень эмоционирует что-то там насчет работы. Не знаю, почему вышло, что у него там с работой какие-то проблемы могут быть. Не устраивает его какой-то момент. Отношения людей, возможно. Что-то с отношениями там. Не очень. Хотелось бы лучше. Вот такие мысли. Что еще у него-то спросить? Ну, он думает, как бы, думает, что нужно продолжать действовать и что-то вам предложит, он что-то предложит, потому что он хочет развивать отношения. Но пока не уверен, что вы согласитесь. Вот то, что вот он вам предложит, да, он пока не уверен, что вы скажете «да». Какие-то условия, видимо, вам что-то не понравится, вы можете отказать. Это касается какой-то помощи, не знаю, чего это. Может вложиться во что-то? Нет. Если будут просить деньги, вот вкладываться во что-то, то не давайте. Ну, вы и так не дадите, но не стоит. Пусть свои проблемы решает сам. Не стоит. Вам не понравится, если вы это сделаете, результат.
Да, будет такое ощущение, как будто вас используют, если что-то там, ваши мечты рухнут. Не стоит. Вы должны копить деньги, к вам должны деньги приходить, отдавать их не нужно. Принимать принимайте, а вот отдавать нет. Ну, это вдруг, если что, если что-то такое будет. Что-то рабочий момент ему не нравится. Не знаю, почему выходит опять работа, что-то с работой его не устраивает, с финансами что-то у него. Что еще спросить про него? Только мысли его спрашиваем. Ой, в ближайшее время будет ли как-то действовать? Будет. Будет действовать, с любовью будет действовать. Видите, потому что он влюблен. Будет действовать. А то, как он будет действовать, вам понравится. Потому что он будет показывать свои чувства, проявлять свои чувства к вам. Да. Вам понравится то, как он будет действовать в ближайшее время. Ну, в будущем вас ждут, какие отношения вас ждут в будущем? Романтика, флирт, свидание. Романтика тут. Встречание рассветов, закатов, может быть, ночь спать не будете, где-то будете отдыхать, вместе будете время проводить, вот, будет хотеться быть вместе, вот такое вот все. В перспективе вас ждет. Вот. Сейчас подсказку посмотрим. Подсказку на ваш вопрос. Подсказка для Светика. Смотрим. Не начинайте новое. Ну, то есть не надо знакомиться со многими. Не начинайте новое. Заканчивайте то сначала. Продолжайте то, что вы делаете. Новое не надо начинать. У всех хорошо YouTube идет, теперь нет. В Телеграме я написала, сделала видео-инструкцию. Файлик вам приложила, который нужно скачать. Я сама этим пользуюсь. Можете установить, и ничего не будет у вас тормозить. Благодарю, Светика, вас тоже благодарю за ваш вопросик. Все будет хорошо. У вас там романтика, очень приятные моменты ждут впереди. Любовь, морковь, все как положено. Добрый вечер, Анна, добрый вечер. Давайте для Анны Баировой смотрим. Сейчас у нас подсказки для Анны Баировой. Анна Баирова, вам подсказка. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Такая первая подсказка. Ой, да, надо. Сейчас посмотрим Анне Баировой, потом Аннет посмотрим. Так, Анна Баирова, смотрим. Подсказка. Ну-ка, давай настраивайся. Не стоит бояться и сомневаться. Это не приведет к правильному решению. Видите, не бойтесь и не сомневайтесь. Не сомневайтесь, не думайте, а если, как бы там, то... Не сомневайтесь. Нужно прислушиваться к своей интуиции, вам нужно научиться с ней работать. Так, Анна Баирова. Выходите из зоны комфорта, откройте дорогу новым победам. Вот, новые победы вас ждут. Выходите из зоны комфорта. Все нормально, не бойтесь. Вам говорят так. Анна Баирова, смотрим. Будь экономнее. Никак у тебя не получается тратить деньги с умом. То ума не хватает, то денег. Ну, это про то, что, в общем, не надо все деньги тратить. Будьте немножко экономнее. Смотрите, где-то скидки, может быть, есть, где-то можно сэкономить. Мы тоже смотрим на разных, ну, в разных приложениях обычно я смотрю, где дешевле. Там и закажу, да, там и куплю. Скидки подожду. Даже вот ходили недавно в магазин, нужно было кое-что купить, а там не было скидки. Через пару дней пошла скидка. Думаю, красота. Взяла сразу 2 штуки. Так что надо внимательно. Видимо, вам на что-то другое деньги нужнее, пригодятся они. Ладно, Баирова, смотрим. Та-дам! Перестань искать себя, создай. Расслабься и представь идеальный образ себя. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь, чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом. Начни создавать себя прямо сейчас.
Детально, максимально конкретно. Представьте, какая вы идеальная сами для себя, не для кого-то. Как вот, чтобы вам комфортно было, вам нравилось. Может быть, вы хотели давно уже там подстричься, например, сменить имидж, купить себе какую-то красивую одежду, сумочку. Ну, то есть как-то вот для души, то, что вы хотите. Спасибо вам, Анна Баирова. Анна, это я недавно красивую колоду эфирных видений купила с хорошей скидкой. Круто. Я тоже, я сегодня... Ко мне сегодня, кстати, такая колода пришла, новая. А вот я долго ждала, из-за границы она пришла. И сегодня еще нашла несколько колод, на них скидки. Я так хотела, но я не стала пока брать. Смотрите, здесь что здесь. Вот. Вкусняшки. Здесь еда. Мне почему-то захотелось взять, чтобы узнать, что любит человек, его предпочтения в еде, да. Но, возможно, он что-то из этого любит покушать, да. Вот, чтобы как-то вот интересно иногда, когда вот вы спрашиваете про мужчин, да, можно, ну, такой шуточный, ну, это в общем раскладе можно для, ну, типа, что там ему нравится, что он предпочитает, да. Я так понимаю, что здесь надо и перевернутые тоже, потому что может показать, что не нравится, потому что вот только сегодня пришли, еще даже ничего не делала на них, не смотрела, не проверяла. Хочется новые колоды вообще просто. Весна, столько народу, кстати, в магазинах. Всем, видимо, что-то хочется, обновление. Думаю, наверное, делают уборки, что-то убирают, что-то новое обновляют. Я не могу остановиться покупать колоды, уже больше 100 колод. Да. Я немножко сдерживаюсь, потому что мы очень часто переезжаем в последнее время. Ну, не последнее время, мы уже много лет переезжаем. Я знаю, что это такое, когда ты не можешь взять что-то с собой. Это очень больно, когда приходится практически раздавать за бесплатно, почти там символические деньги или просто за бесплатно, чтобы то, что ты не можешь взять с собой. Поэтому я знаю, что так и будет. Стараюсь много не набирать. Хотя и так уже полно. Вот, сейчас посмотрю я донат. Будем донат смотреть. Расклада. Тоже переезд скоро, да, вот и поэтому и хочется. Я тоже думала о том, что, может быть, какие-то колоды, может быть, или продать, или одно, я не знаю, я просто не знаю. Вот они, ну, все нужны для разных случаев. Тут и руны у меня, но руны никому не отдам. Тут у меня еще и куча вот так, у меня еще вот таких вот кучек, знаете, штук 10, наверное, будет, если не больше, я не знаю, это минимум. Я же еще пишу, у меня поэтому столько много всего. Не знаю, как это все вести. Ну ладно, давайте будем смотреть. Поэтому я вот на переезды, любовь, переезды, работа, это вот самые такие темы, которые я уже много лет, это все через меня проходит, поэтому мне интересно смотреть, когда спрашивают. Так, смотрим для Аннет. Какой вас сейчас увидит, да? Какой вас сейчас видит? Какой вас, ну, Аннет, какой он вас видит? Ну, вы же знаете, вы его все, вы его семья. Самое главное, что вы его семья, вы его родственная душа, и он вас чувствует и знает, и вот, не знаю, вот всей душой он ваш, и вы его. Это как, вы знаете, это когда люди встречаются, и они вот родные-родные, даже могут ничего не говорить, они уже видят, что они подходят друг к другу, что им друг с другом хорошо, что вот знаете, как будто вы знаете друг друга уже очень-очень давно, ну как будто из прошлых жизней это как будто еще идет, а в этой жизни уже узнавание, как бы увидели и уже душой чувствуете, что это родной человек, поэтому он вас видит родным человеком, родная душа, семья, вы для него его семья. Вот такой очень дорогой человек, да, самый-самый родной такой. Вот, сейчас дальше, да. Главные черты характера. Вы очень страстная. Главные черты характера, на которых делает акцент. Ваша страсть, ваша вот эта энергия,
Вы для него афродизиак, вот как так сказать, не знаю. То есть вот эта ваша страсть его просто вот поражает. Вот я не знаю, как слова-то подобрать. Ему нравится ваша энергия, ваша страсть. Вот. То, что вы очень активны, ему нравится. То, что вы всегда горите, у вас есть желание. Всегда. Вы не такая, что, ну, я не знаю, чего я хочу, да, или, ну, там вот. Нет, вы знаете, чего вы хотите. Это ему нравится, то, что у вас есть вот это вот желание, вы горите, у вас есть идея, вы хотите. Вот это вот есть, то, что вот у вас вот это есть. И вот это ему нравится. Поэтому не теряйте это никогда. И не отказывайтесь от своих желаний. Он это уважает, ему это нравится. Ему очень нравится, как вы выглядите. По королеве вот Пентакли просто ему очень нравится, как вы выглядите внешне, что вы за собой следите, ухаживаете, что вам нравятся всякие такие женские штучки, которые привлекать могут мужчин. Вот, ему это тоже очень нравится. Ему нравится, что вы и хозяйственная, да, то есть и вкусно можете приготовить, и можете и, то есть как вы как будто и глаз радуете, да, то есть в сексе страстная и привлекательная, и не знаю, и все у него там горит, когда он вас видит, и вы знаете, как одеться надо в нужный момент, чтобы его там раззадорить там или что-то. А с другой стороны, вы можете и вкусно приготовить, и под бочок там вместе там вот полежать, там вот ему нравятся телесные контакты еще. И визуально на вас смотреть. То есть тут у вас полное совпадение, ну вот всего. Тут и страсть есть, и хозяйка хорошая, как бы, да, и хорошая мама и жена. Вот так вот он вас видит, что вы классная вот вот в этом будете. В хозяйстве будет все хорошо, все будет как будто вот и поесть что будет, да, и красивое, и деньги знает, как сохранить. Вот так вот. И потратить знает, как грамотно. Вот как-то вот так вот. Поэтому вот такие вот главные черты. Вот. То, что ухаживаете за собой, следите за собой. Ему очень-очень нравится, очень. Ну, то есть прям комбо у вас. Это вот самое главное, что может нравиться мужчине. Это вот идеально просто для мужчины. Вот. Поэтому он от вас прям еще и кайфует. Хочет ли он вас поддерживать, да, вот в деятельности Таро, он, знаете, он вот любое ваше решение, да, это ваше решение, а он как будто, он с уважением относится к этому. Он подстроится, он будет рядом, он даже если чего-то будет не понимать, да, ну внутренне, он понимает, что вы знаете, что вам это понятно, даже если ему непонятны какие-то моменты, он вам доверять будет в этом вопросе, потому что он понимает, что вы-то лучше знаете. И как-то у вас это получается, не знаю как, но получается. Объяснить он не может, но вам доверяет. И как бы будет рядом, и мешать вам в этом не будет. Вот. Поддерживать будет, да мешать не будет. Здесь как будто вот он больше доверяет вам, думает, что вы в этом лучше разбираетесь, потому что он в этом не разбирается. Но готов быть рядом, готов поддерживать, да быть рядом. Но разбираться в этом он вряд ли будет, но мешать вам не будет. Будет покладисто в этом вопросе. Хотите предлагать свои... Ну вот. Да, он так, что он не будет против. Тем более, это для мужчины нормальная реакция. Потому что у них всегда, они рационально мыслят, они логики такие. Им надо, чтобы все было четко, да. А тут как будто такого объяснения толком-то и нет. Все плавающее, да, ну, то есть бывает непонятно, почему ты так чувствуешь. Иногда я тоже так говорю, что вот я чувствую, что будет так. Но мне так смотрят, мол, типа... А потом, когда это все получается, они такие, блин, ну, то есть, ну, вот бывает такое, ну, даже вот с родственниками, я про родственников даже говорю, да, вот про мужчин, вот у меня папа и брат тоже, и сын, они все мальчики, да, вот, то есть это понятно, это для них нормальная реакция, они могут где-то промолчать, потому что они не знают, как реагировать, они сами не понимают, они знают, что что-то такое есть, что это работает, но а сами они этого не могут сделать, и поэтому они доверяют вам, они видят, что вы знаете, у вас получается, и как бы вот это вам помогает в жизни, да, но они этого не могут, и поэтому как вот, ну, мешать не будут, мешать, ну, это вот как бы он мешать не будет, да, будет поддерживать,
Тем более, если видит, что у вас получается, а вот он никогда не будет против. Тем более, вот ваш мужчина, он любит, когда вот вы горите своей идеей. Вот у вас есть какое-то желание, действуйте. Ему это нравится. Ему нравится, когда вот вы не полностью, например, все время ему отдаете, а у вас есть время на свое хобби. Вы понимаете о том, что я хочу вот это вот, я хочу этим заниматься. Там, дорогой, подожди, там у меня эфир, например, да, вы там будете что-то такое проводить, или у меня там вот встреча с девчонками, у меня там надо в этом сделать расклад, да. Вот. Он, наоборот, будет уважать вас за это, потому что это ваше дело, это то, что вы говорите, это то, что вам важно. Ну, вот так что тут, ну, реакция очень хорошая. Так что можете, да, действовать. Что он у вас такое? Когда ему рассказ сделали, полностью доверяет или сомневается? Он не сопротивляется, я бы так вам сказала. Он не сопротивляется. Мужчины, они такие. Если, ну, у них это нормальная реакция. Он просто не сопротивляется. Он слушает, у него нету верю, не верю. Он эту информацию слушает, перерабатывает ее, да, вот как вот у себя в голове. И да, вот говорю, доверяет вам просто. Он просто вам доверяет. Здесь нету такого, что доверяет или сомневается. Нету, он доверяет вам. Он просто слушает эту информацию и имеет в виду, что как бы такой вариант развития возможен. Да, он принимает это к сведению и доверяет полностью вам доверяет. Вот здесь вот как-то вот так вот. Он просто не может это объяснить. Вот этот вот момент. Как так вот вы можете? Вот, а тут он доверяет, я говорю, полностью вам доверяет. Очень нравится, когда чем-то своим занята и горюете им. Вот это вот, кстати, черта характера ему очень ваша нравится. Это вот то, что вы спросили, главные черты характера. Вот это ему очень нравится. Поэтому горите дальше, занимайтесь тем, что вам нравится. Да. Сейчас я вам подсказку посмотрю на ваш вопрос. Что скажет там? Подсказка. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Смотрите. Вот такая вам подсказочка на ваш вопрос. Вселенная вам всегда подает знаки. У вас интуиция хорошо развита, так что вы вовремя информацию получите. Благодарю вас, вам тоже. Удачи, вас тоже благодарю. Спасибо, что на эфирчик приходите. Так что он ваш молодец, мужчина. Настоящий мужчина. Он вас любит. Тут видно, что когда человек любит, он именно так и действует, как бы и реагирует, действует именно так. Я уже на своих мальчиках проверила. Вот. А то, что если сомневается кто-то, это нормально. Это нормально. Ну, если кто-то из других, например, людей, из посторонних, ну, это ерунда. Вот. Даргрейн, здравствуйте. Сегодня купила колоду. Перевела на карту, да, сейчас посмотрим. Учились на Таро, или если не секрет у кого. Ой, знаете, девчонки, первый раз я сделала расклад вообще, когда там в школе, на игральных картах, просто игральные карты были. Там был цыганский расклад, что ли это называлось. Ну, сейчас это называется. Раньше это как-то по-другому называлось. Просто какой-то расклад обычно я увидела. И вот я тогда делала, и там сбывалось. Ко мне даже курсанты приезжали. Знаете, за моей подружкой ухаживал курсант, он с другом все время приходил. И я как-то им сделала расклад, он, да нет, да ладно, да не будет такого. Потом через месяц приходит и говорит, сделай мне еще, говорит, у нас там все, говорит, сбылось так, поэтому, говорит, давай еще. Ну, то есть, видите, ну, было такое, что я не училась, но именно на картах Таро обычные, вот эти Таро Уайта, я училась, когда мы жили в Питере. Когда мы жили в Питере, мне стало интересно, и я купила курс одной женщины. Она с Украины, она там на Украине живет тоже. Хорошая такая женщина. У нее тогда было мало подписчиков,
Мало там людей на ее канале, сейчас очень много, мы с ней общались в первое время очень сильно. Вот. Я у нее взяла курс без обратной связи, просто видеокурс. И даже его до конца, честно, не досмотрела. Вообще не досмотрела до конца. Вот. Времени почему-то не хватило. Но очень интересно она рассказывает. Сейчас у нее больше людей. Мы там смотрели, делали даже такой расклад. Если вы будете делать расклады каждый день, например, и выкладывать на своем канале, как у вас будет развиваться канал, вы можете все это сами посмотреть. То есть вы можете смотреть, если вы делаете расклад, выкладываете на канале 2 раза в неделю, каждый день. То есть любое вот это ваше действие вы можете просмотреть на картах, какой будет результат, удачно ли будет так или неудачно. Вы даже можете, когда клиент к вам обращается, посмотреть, стоит ли за него браться или нет. То есть проблемный будет, ну, то есть есть разные просто люди. Вот, ну, когда вот особенно лично, если кто-то встречается. Поэтому тут интересно. Интересный вопрос. Вот. Да, надо верить своим ощущениям, кстати. Потому что когда ты вот у кого-то, не знаю, учишься, ты можешь просто его видение посмотреть. А когда ты сам начинаешь у себя смотреть, я вообще первый раз, вот колоду Таро купила в Питере, да, когда у меня было такое, там очень большие расстояния, очень большие. Мне нужно было купить ботинки зимние на работу, на стройку. Было очень, там очень холодно в Питере, нереально. И я уже столько магазинов объездила, а там, чтобы съездить в один магазин, у вас теряется весь выходной. 2 выходных у вас в неделю, не успеете, будете всю неделю, короче, мерзнуть. Мне надоело, я купила карты Таро вот эти, самая моя первая колода, выложила нам на магазины, где я куплю все-таки обувь себе, и поехала именно в тот, где я куплю. Я обошла там все несколько раз, вот эти все отделы, не думаю, где же, ну что ж я тут могу, тут ничего такого нет. В итоге я купила там обувь, я носила ее много лет, вот, пока она у меня не развалилась, очень удачная обувь была. Вот, и там тоже девчонка у меня, подружка по работе купила вот эту, мне колоду подарила, а эта колода у меня про любовь, говорит, она как раз спрашивала вопросы любовного характера, семейного, вот, и мы как раз смотрели, она мне так на отношения и пошла. То есть разные колоды, когда вы покупаете, они на разные идут. Вот по финансам, вот это вот самая основная, финансы, работа, любовь может показать, но она более финансы, работа, переезд, серьезные моменты, да, какая-то колода на любовь больше показывает. Какие-то колоды там показывают на ваши новые возможности, перспективы, какие-то колоды на препятствия хорошо показывают. То есть как вам обойти, как вам решить какой-то вопрос. То есть смотрите внимательно, каждая колода что-то свое может. Поэтому много колод у тарологов, чтобы там оттуда подсказки брать, оттуда, здесь что-то больше. Одна колода не говорит, можно другую спросить. Она с одной стороны зайдете, вопрос посмотрите, с другой стороны и получите ответ. Ну, это интересно очень. Так, смотрим донат. Дарк Грей. Армангтария, да? Его мысли к вам. Что-то он зависает. Он в мыслях, Дарья, зависает на каких-то вопросах. Он не может определиться, не может решить чего-то. Ему как будто обстоятельства мешают. Он не может понять, как все сделать правильно. Понимаете, здесь какие-то есть обстоятельства, они ему мешают сделать все правильно. То, как он хотел бы. Как будто ему сейчас тяжело бороться и показывать, что он лучший. Он сейчас взял перерыв отдохнуть. В мыслях он думает, что надо бы побороться, но пока тяжело, тяжело. Да, потому что вы очень достойная женщина, и если что-то вам предлагать, то нужно предлагать осознанно это все, серьезно.
Так что в мыслях он все хочет сделать правильно, но пока не может. Не все обстоятельства складываются так, как он хотел бы. Ой, в чувствах он тут вам, знаете, он хотел бы вам предложить много, что он хотел бы предложить. Он хотел бы предложить все свои финансы, все свои возможности, помощь хотел бы вам предложить. Хотел бы вам предложить любовь свою. В чувствах здесь есть любовь и забота. Если вот чувства мы смотрим, здесь его переполняет сейчас любовь, и он хочет заботиться о вас, потому что в финансы он хочет в вас вкладываться, потому что он хочет, чтобы вы были с ним в будущем. Вот. Поссорились уже. Поссорились. Вот, и он бы вам хотел предложить, вот, многое хотел бы вам предложить. Вместе с любовью он хотел бы вам и подарки дарить, и помощь дарить, и вот внимание, потому что для него вы ценная очень. Для него вы тут ценная. Тут вообще императрицы выпали. Но как бы для императрицы нужно достойное подношение, так сказать, достойное внимание. И вот он пока думает насчет этого, как же это сделать-то. Как сделать это правильно, чтобы это было правильно. Как будто пока сделать это не получается правильно. Ну, он так и будет наблюдать и молчать. Он наблюдает и молчит, потому что он выжидает. Он хочет удачное время определить для встречи. Хочет с вами встретиться. Хочет свидания, романтики, нежности, чувств вот этих вот хочет. Очень поэтому скучает. Но пока делать ничего не будет. Не, смотрите, что он будет делать? Ничего не будет делать пока. Пока он будет думать. Вот так и будет думать. Он вот сомневается, как сделать правильно, рассуждает, как будто у него нет возможности пока действовать. Он так и будет думать пока что. Действовать не будет. Видите, действий тут пока что нет действий никаких. Подсматривать за вами будет, также и будет наблюдать из дома вот это вот, знаете, интересоваться вашей жизнью, но не приближаясь к вам. Напишет ли в течение месяца? Ну, если только, знаете, страсть подтолкнет, сколыхнет его на это. Ну, вряд ли он напишет, потому что здесь он может получить по шапке, да. Здесь надо внимательно ему как-то насчет этого. Да, все зависит от него. Тут говорят, все зависит от мужчины. Тут есть шанс, да, но даже после того, как он напишет, если он напишет, то здесь встречи нет. Сейчас еще посмотрим другую колоду, уточним, напишет ли в течение месяца. Не, ну, не напишет. Не напишет. Будет такой соблазн, но не напишет. Две карты аж нет. Две карты выпадают. Нет, не напишет. Не напишет. В течение 2 месяцев тоже может не написать. В течение 3 месяцев напишет. В течение 2 месяцев тоже нет. В течение 3 месяцев. Где-то около 3 месяцев. До 3 месяцев. От 2 до 3 получается, да? Да, от 2 до 3, где-то ближе к 3 месяцам туда вот у него так напишет он. Хочет вернуть отношения, но это случится намного, знаете, позднее, чем хотелось бы. Он хочет вернуть отношения, но это будет не так быстро. Не так быстро он вам напишет, не так быстро он вам что-то предложит, скажет. Вот даже восстановить отношения, да, восстановить общение. Он этого хочет, но не в ближайшее время. Ну, то есть как будто не может сейчас это получиться сейчас. Вы на расстоянии, да. Но очень хочет, конечно, хочет и восстановить, и вернуть отношения, и помириться хочет.
Хочет, хочет. Он вам об этом скажет. Паж Пентаклей скажет. Ну, только он очень медленно действует, вот этот пажик. И здесь и рыцарь Пентаклей, что он что-то тормозит, блин. И паж у вас выходит. Хочет, но это все как-то медленно он хочет. Медленно будет действовать, медленно будет вот это вот. Тянет, затянется он это. Затянет, да. Слишком легкомысленно он относится немножко. Да, смотрите, как вы после того, как он не написал, вы опять не поругались и опять не ушли в молчанку. Здесь всякое может быть на эмоциях. Вот, но вернуть хочет, да. Хочет вернуть отношения. Помириться, да. Он не готов с вами расстаться, даже нету тут такого вообще. И близко нет. Здесь как будто меняйте свое отношение к нему. Здесь говорят, чтобы сохранить свои границы. Сохраните свои границы, свои правила, свои принципы. Не идите против себя тут. Делайте так, как правильно. Уходите от того, что неправильно. Закрывайтесь. Здесь как будто нужно будет поработать с соблазнами. Здесь у вас соблазн очень большой. Здесь у вас как будто, знаете, урок такой, когда вас соблазняет, а вам нужно с этим бороться. Вот. Иллюзии, это все иллюзии, да. То, что вот вас соблазняет, вам предлагают, это как будто иллюзии. Смотрят, как вы отреагируете. Ну вот, у вас как бы вот тут вот такой у вас урок. Вкусное, сладкое яблочко, как в раю, да? Попробуй. Разблокировал, зачем непонятно. Ему надоело закрываться от вас, он хочет как-то с вами пообщаться, потому что ему не хватает общения. Ему не хватает общения, и он что ждет, чтобы вы, что ли, начали общаться? Просто подсматривать за вами хочет через интернет. Хочет знать, как у вас дела. Все у вас плохо или ваши мечты реализовываются? Он хотел бы, чтобы у вас были какие-то трудности, а он пришел бы и помог вам. Ну как помог? На словах просто подбодрил. Ну тут как-то так. Не сильно-то это и помощь как-то. Просто хотел бы пообщаться, поэтому разблокировал. Ну, типа, дал знак, что он остыл. А как вы? Остыли ли вы? Ну, то есть после этой ссоры, да, можно ли продолжать общение, можно ли начинать общение. Он свой ход сделал. Вот. Он свой ход сделал, теперь будут смотреть, напишите ли вы, ну, типа, спросите ли вы, чего это ты меня разблокировал, да, а он такой не ответит вам. Да, ну, то есть манипуляция это просто, как вы отреагируете, вот здесь так. И перестал дуться, перестал дуться. Захотелось, ну, хочет восстановить отношения, да. Так, дорогая, для Дарьи, подсказка. Подсказка на ваш вопрос. Ой, следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Здесь тоже знаки. Какие-то будут. Обращайте внимание на все знаки, которые будут. В ближайшее время прям вам будут об этом говорить. Все знаки всегда есть, поэтому обращайте внимание. Вот, спасибо вам, Даргрейн, за ваш вопросик. Сейчас давайте в чат вернемся. Надо эти подсказки дальше раздавать. Так, а я всем раздала. Сейчас посмотрим.
Так я всем раздала уже подсказки. Слушайте, давайте тогда посмотрим послание из будущего. Больше никто не просил подсказки. 10 посланий из будущего будет вот на этой колоде. Сейчас напишу. 10 посланий. Блин, это у меня очень шумная клавиатура. Можете выбрать себе несколько посланий, или одно послание, или там два, ну сколько хотите, 3. Можете на какие-то вопросы послания. Даргрейн, вам тоже спасибо за ваш вопрос. Давайте, 10 посланий. Кто загадал цифру 1? Послание. Сделай сюрприз близкому человеку, он нуждается в твоем внимании. Сделайте сюрприз, это приятное. Двоечки. Кто загадал цифру 2? Ты на пороге нового этапа своей жизни. В самое ближайшее время тебя ждут колоссальные изменения в лучшую сторону. Самое главное, что изменения в лучшую сторону. На этом акцент. Ой, смотрите, тройки. Тройки, стоп, перестань это делать, ты знаешь, о чем я говорю. Может быть, о чем-то вы там думаете, накручиваете себя, мне почему-то кажется, с мыслями может это связано. 4. Отпусти свою обиду, она делает тебя уязвимым. 4. Пятерки. 5 позиция, кто загадал? Не зацикливайся, отпусти ситуацию. Тут не очень, да? Вот, видно, теперь очень хорошо. Отпусти ситуацию, все разрешится наилучшим образом. Вот, не зацикливайтесь, не грузитесь, не давите на себя. 6. Пятерки, отличные у вас, кстати, слова там были. 6. Нужно немного подождать, ни о чем не беспокойся, всему свое время. Вот 6. Все в свое время. 7. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись, удели им время. Вот. 8. Отношения – это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. Отношения. 9 сейчас, 9. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Интуиция вам сейчас все подскажет, все как надо. 10. 10 позиция. Найди время для хобби. Хобби отлично справляется со стрессом и позволяет мозгу отдохнуть. Вот, отвлекитесь, перезагрузитесь и отдохните. Такие у нас подсказки. Послание из будущего. То есть, кому нужны подсказки, пишите подсказка или подсказки. Да, я вам дам подсказки. Вопросики за донаты, если что, да, подсказки так. Так. Посмотрим общий тоже расклад. Так, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Посмотрим. Что делать, чтобы неделя была хорошая? 3 позиции, да, и это первое, это первое. И что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно правильно принимать решения. Нужно принимать решения, хорошенько подумав. Здесь, может быть, выбор вам придется делать между какой-то ситуацией или просто что-то нужно будет решать. Поэтому решайте так, как считаете нужным. Вот. Принимайте осознанно решение здесь вот так вот. Что не нужно делать? Не нужно брать много времени на подумать. Я подумаю, я там ничего делать не буду. Не нужно, вот этого не делайте. Не ставьте ситуацию на стоп. Не нужно много думать, не нужно придумывать, что вдруг что-то изменится, обстоятельства, люди там поменяются. Нет, ничего не изменится. Поэтому принимайте решение, исходя из тех обстоятельств, из той информации, которую вы имеете, да, просто принимайте решение, не откладывайте принятие решения. Здесь так. Вот, дочки, что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая. Если вы будете пытаться что-то делать, да, у вас не будет получаться, здесь вам говорят, не расстраивайся. Если у тебя что-то не получилось, зато ты знаешь, что так не нужно, зато ты знаешь, что нужно по-другому, будешь искать это решение.
И здесь, если у вас что-то вы хотите, чего-то вы не имеете, да, что-то не получите, обратите внимание на то, что у вас есть, потому что у вас уже достаточно есть для того, чтобы вы могли действовать, для того, чтобы что-то вы там могли реализовать. То есть что-то у вас есть ценное, чего вы не замечаете. Или вот вы, например, что-то потеряли, не можете найти. Оно прям рядышком, рядом с вами прям все ответы. Вот, но вы просто, видите, стоите спиной, вы видите, обращаете внимание на разочарование, а надо обращать внимание на то, что вы имеете. Немножко фокус поменяйте, ну, то есть не обращайте внимания на то, что что-то не получилось. Обратите внимание на то, что у вас есть. Что не нужно делать? Здесь не нужно сильно бороться с другими людьми и доказывать им что-то. Отстаивать свою правоту не нужно, этого люди не поймут, не оценят. То есть не стоит в это время с кем-то бороться, ссориться с кем-то, тем более не стоит вообще доказывать свое, да. Здесь, знаете, здесь как-то нужно остановиться немножко, посмотреть на то, что у вас есть, проанализировать. И если что-то не получается, не переживать. Зато вы знаете, что это как бы, что это решается не так, как вы думали, да, каким-то другим путем. Здесь не надо расстраиваться. Здесь это вы будете знать уже, как не надо. Но действовать нужно продолжать. Но тем вот с другим не нужно ничего доказывать. Не стоит, не оценится это вообще. Троечки, что нужно делать, что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Чтобы неделя была хорошая, здесь очень много нужно двигаться, ездить. Если куда-то вас пригласят поехать, да, поездки тут все положительно будут разрешаться, все ваши передвижения, поездки. Если вы куда-то запланировали, езжайте. Результат будет хороший. Переезда, смена работы, это все такое, любое ваше движение здесь будет положительно сказываться на ваших достижениях, на вашей жизни. Все активные действия говорят вам «да», всем активным действиям говорите «да», куда-то вас зовут, соглашайтесь, не отказывайтесь. И везде, знаете, и везде свои цели в первую очередь, ваши цели, ваши мечты, вы должны быть в приоритете здесь, в общем. Сначала вы. Что вам не нужно делать? Не нужно отсиживаться дома, много спать, ничего не делать. Бездействовать не нужно здесь. Здесь нужно активно действовать. Ольга, здравствуйте. Иду отправлять вопрос. Отправляйте. Вот, тут так. Вот, давайте посмотрим. Десерт этой весны. Не знаю, почему на новой колоде. Еще ни разу ничего на ней не делала. Давайте посмотрим. Какой десерт этой весны, да, поможет вам. О, десерт этой весны. Десерт этой весны, который вам поможет, это предсказание. Это печенька. Печенька предсказания. Печенька удачи. Которая... О, кстати, хотите, мы сейчас откроем? У меня есть печенька удачи, там будет подсказка. Сейчас подождите, прям минуточку, да? Я сейчас за ней схожу. Она не здесь лежит. Посмотрим предсказание, что покажет. Прям минуточку, прям секундочку. Вот. Она, правда, уже треснула. Вот, это печенька. Предсказание. Вот. Она закрытая. Но раз нам карты говорят, что мы можем это сделать, давайте сделаем. Это будет... Мы второй донат пропустили. Посмотрим. Вот, посмотрю, да, пропустила, вижу. Сейчас. Предсказание тут вытащим. Предсказание на эту весну. Печеньку я не буду есть. Посмотрим. У вас получится хорошо заработать и компенсировать все траты. Ого-го, смотрите. Не знаю, будет ли видно, да, но я постараюсь сейчас. Вот, видите? Вот такое предсказание. Это предсказание с печеньки. Как карты вам сказали, это вам на весну.
Так что имейте в виду, хватайтесь за все, не отказывайтесь. Вот на новой колоде. Интересненько. Это очень хорошее предсказание. Так, давайте смотрим для Светика. Что-то он будет предлагать вам, что он будет предлагать, что не понравится. Блин, вот это такой вопрос, тут очень много может быть вариантов. Это что он, это я не знаю, это как пальцем в небо просто. Потому что тут лучше, тут не так, что будут предлагать, тут надо варианты, тут желательно, чтобы точно сказать, ну не точно, но точнее, какие-то варианты, это, и что наиболее вероятно. Потому что тут такой вопрос, что будет, да что угодно может быть. Вариантов событий у нас дофигища просто. Вот как он решение примет, так ситуация изменится и пойдет по этому пути. Если ему там что-то стрельнет и вокруг обстоятельства поменяются, он другое примет и другое может. Блин. Поэтому, что конкретно, тут карта же не скажет. Что он будет предлагать? Он будет предлагать что-то, знает, вот что-то такое честно и открыто, во-первых, он будет вам говорить. Предлагать может все, что угодно, но он будет честно, по справедливости. Вы будете видеть полностью все достатки и недостатки этого предложения. Это знаете как? Здесь может быть все что угодно. Просто я просто примеры сейчас скажу, да, чтобы вы понимали, если что, чтобы вам как немножко сориентироваться. Здесь может быть такое, что человек говорит, я хочу с тобой там отношения, давай будем встречаться, там, то все, но я уйду в армию. Да, ну то есть как бы я тебе говорю все как есть, да, но я уйду в армию, тебе придется меня ждать. Ты как бы видишь его предложение, видишь то, что он вам озвучил, да, и в то же время здесь он честно, открыто вам говорит, что вот такие обстоятельства, и ты или принимаешь это, или не принимаешь. То есть вы честно разговариваете друг с другом, вы видите полностью ситуацию как есть, он ничего не скрывает, вы видите все достатки и недостатки этой ситуации, да, то есть нафиг, я хочу быть с ним, он такой классный, вот, но мне ждать 2 года, да ну нафиг, да, то есть уж фиг знает, что там будет за 2 года, как будто вот это такая ситуация, когда вы видите и плюсы, и минусы, и вы, если вы соглашаетесь на это, то вы принимаете эту ситуацию как есть, то есть вы как бы тут никто ничего от вас не будет скрывать. Такое у него будет предложение. Ничего не будет скрывать. Но вам может это не понравится, сказать, 2 года тебя ждать. Да нафига надо? Да вдруг я встречу какого-нибудь клевого парня. Да тебя, что это я буду ждать? Я не хочу там никуда не ходить с девчонками на дискотеке, да, ни с кем не знакомиться. Еще чего. Может, ты меня разлюбишь через 2 года. Почему я тебя буду ждать? Потому что много всего бывает, да. Уедет в другую страну, женится вообще, ей не скажет, она тут будет одна. Упустит. Ну, то есть, ну, разные ситуации бывают, да. Ну, то есть, вот вы будете полностью знать эту ситуацию. Или еще бывает такое, что мужчина не свободен, и он предлагает, что давай будем встречаться, но своей женой я не могу развестись, да. Вы видите ситуацию, но тут есть момент, который вас не устраивает, и вы или принимаете, или нет, ну, как бы вы видите четко, не будет он ничего скрывать. Или он говорит там, давай будем встречаться, да, но нам нужно, например, переехать ко мне, да, жить с моими родителями, например. Вы такие, не хочу жить с твоими родителями там. Ну, то есть вам что-то из этого может такое вот не понравиться, или там переехать куда-то мне надо будет, или чем-то, знаете, чем-то пожертвовать, имеется в виду то, что вам будет где-то некомфортно, возможно, или вы не хотите этого, да, то есть вы будете обсуждать, то есть как бы сделать это можно по-другому, может быть, есть какой-то другой вариант решения, мол, давай это подождем, может быть, или наоборот, давай ускоримся, да, тут как бы вот будет честный разговор, честный и открытый, вот все будете видеть, и вы будете понимать, на что вы идете, как бы, ну, здесь вот такой вот будет. Что-то такое будет предлагать. Но это хорошо, когда вы знаете, на что вы идете, и как бы, что человек вам честно говорит, не обманывая. Ну вот что и как. То есть здесь ситуация будет прям вот все ясно, все четко он вам скажет. Вы все спросите, он вам скажет правду как есть. Что-то уточните там, что-то вот тут честно какой-то открытый разговор будет. Вот вам может не понравиться условия, которые он вам скажет. Вот именно что или нужно подождать, или нужно переехать, или нужно вот смириться с тем, что есть, а вам не хочется, например. Или скажет, поехали вообще за границу. Я говорю, скажет, хочу там работать.
А вы не знаете ни язык, да, вы не вообще ничего не знаете, с кем я там буду работать, то есть как так? Вы будете от него полностью зависеть, хотите вы этого или нет, да? То есть, а вдруг он там кому-то, кто-то другой ему понравится, будет ли он вам выдавать деньги там на это все, да? То есть, ну, как бы разные ситуации могут быть, но вы будете видеть все как есть. То есть он вам все скажет, ничего не скроет, и вы уже будете решать. И вам что-то там не будет нравиться, потому что хотелось бы по-другому вам, по-другому. То, что честно вам скажет, это классно. Потому что вы будете осознанно делать выбор, тут не будет обмана. Регина, добрый вечер. Сейчас мы Светика посмотрим, потом я донаты посмотрю, зайду там. Вот. Так что здесь вот так вот будет. Вот что-то предлагать, честно и открыто будут предлагать. Все вы будете четко знать. Обманывать не будет. Вот что вам не понравится, что-то не понравится вот в этом предложении. Возможно, действительно, ну, возможно, здесь нужно будет куда-то переехать, потому что по рыцарю переехать, сменить работу, что-то такое может предложить, а вам не понравится. Что-то не будет устраивать, видите, тут, возможно, или с работы, или с переездом. Вот, может, и то, и другое. Ну, вот работу, возможно, придется вам сменить. Или, может быть, работа будет далеко от дома, и вам там придется добираться. И вам будет эмоционально тяжело, вам может не понравиться это, потому что вы будете, ну, для вас внутренне по чувствам будет тяжело, как по ощущениям. Ну, вы, наверное, возьмете время подумать. Но тут говорят, ответы все внутри вас. Вот ты как чувствуешь, так и делай, так и отвечай. Потому что, ну да, тут выбор вам предстоит. Он вам предложит выбор. Что-то вам предложит. Возможно, вам работу нужно будет, что-то с работой. Приспосабливаться придется вам к чему-то новому. Ну, вот так вот. Вам может не понравиться еще, смотрите, что вам там не понравится, что ну вот если согласитесь на его предложение, то вы там окажетесь в таком состоянии, как будто вы будете ограничены в деньгах. У вас не будет денег, не будет возможности, возможно, заработать денег. Видите, это как будто вас будет очень сильно ограничивать. Вот, может быть, вам будет некомфортно вот в этом плане. Вот как бы вот это вот, что не понравится, может быть. То, что вы будете ограничены в деньгах. Да, а что дальше будет вообще неясно и непонятно, какой-то конкретики нет, не говорят. Ну вот тут вот такое вот надо будет принимать решение. Но это все обсудите. Что он вам предложит, скажет. Да, но он вам предложит будущее вместе, предложит. Но вот что-то там будет такое, что вам бы, ну, то, что вас будет ограничивать. Видите, опять эта карта выходит. Там будет что-то такое, что будет вас ограничивать. Вот он вам делает предложение, давай вместе в будущее, да, там поехали, пошли, вот я вот так планирую, ты давай вместе, да. Но это вас будет ограничивать в чем-то. Ему, может быть, там будет хорошо, опять это прям карты вышли, но у вас будет это ограничивать. Прям с середины все равно выходит. Как будто вам денег не будет хватать, возможно, или вам внимания, или будет ограничения, ну вот ограничения в деньгах, в финансах, вы будете ограничены или ограничены во внимании. Он будет все время на работе, вам будет не хватать его внимания, не хватать денег. Но вы будете так думать. Но тут все зависит от него. Будет ли так на самом деле, тут все зависит от него. Возможно, и будет. Тут все зависит от него. То есть, в общем, обговорите все нюансы, все. Нужно будет обсудить с ним. Не знаю, что он такое может предложить. Ну, что-то такое по-честному он вам скажет, все как есть. Или можете рассказать свои приоритеты, свои планы на будущее. То, что у меня в планах, вот это, вот это, вот это. Если хочешь,
Давай вместе. Нет, так? Ну, то есть он реализацию свою будет как будто реализовывать. Вот, как будто вот куда-то двигаться. А вам нужно будет подстроиться. Ну, это как вот... Если бы были какие-то варианты, можно было бы еще их конкретно посмотреть. Но то, что вот он будет правду говорить, и то, что вы можете все это обсудить как есть, спросить все, он все ответит вам, да, вот, честно ответит, поэтому спокойно поговорите с ним, все решите. Вот. Когда он вам предложит, непонятно когда, не говорят. Пока еще неизвестно. Вот, давайте подсказку посмотрим на ваш вопрос, Светик. Так, поплавать. Подсказка на ваш вопрос. Используйте свое обаяние. Используйте свое обаяние. То есть попробуйте поговорить с ним, используя свое обаяние. Все-таки вы тут будете обговаривать какие-то условия, чтобы он пошел на ваши условия тоже. То есть не только вы, но и он. То есть вы тоже по-честному все говорите, чтобы он знал, на что он идет. И если вы на это пойдете, то что нужно будет делать ему? То есть не только же вы должны ради него что-то поменять в своей жизни, но и он тоже должен ради вас подстроиться, перестроиться. То есть с ним все обговорите насчет этого, это нормально. Включите свое обаяние, когда будете с ним обсуждать. Ну, как-то так вот. Спасибо за ваш вопросик. Спасибо, Светик. Сейчас, девчонки, посмотрю донат. Ольга написала мне и Регина. Давайте Ольгу посмотрим. Ольга первая написала. Мгм. Так, Ольга, ему понравилось то, что он увидел, но он, вот знаете, когда он увидел ваши вот это вот видео, то, что вы выложили, то, что вот он зашел и посмотрел ваши истории, вот, вашему вот этому вот мужчине понравилось то, что у вас там красиво все так, какая вы, ему очень нравится, какая вы внешне, какая вы, в общем, то, что вы за собой следите, то, что вы привлекательная, и он осознал, ваш мужчина, что за вас нужно бороться, что не просто-то так вот к вам и подойти, там, на козе там какой-то, да, то есть здесь он понял, что вы такая привлекательная, что можете нравиться не одному мужчине, а многим. То есть за вас нужно бороться. Если он включится вот в это опять, да, вот что вас завоевывать, если он захочет быть с вами, то ему придется конкурировать с другими мужчинами, потому что вы очень выглядите привлекательно, вот, и очень достойно, и с вами хотелось бы строить отношения серьезные. Поэтому за вас здесь нужно бороться. Здесь не просто так, здесь будут конкуренты, вас придется отбивать еще от других мужиков, кавалеров, как ухажеров, поклонников. Гулизар, здравствуйте. Совет можно, подсказка, да, будет у вас? Сейчас я только девчонкам отвечу на вопросы. Так что да, ваш мужчина посмотрел и понял, что она-то классная, вон какая, за нее надо бороться. Понравилось ему, что он видел, зачем он напомнил о себе. Возможно, он сожалеет, что он ушел, потому что, ну, возможно, он сожалеет, что ушел, потому что сейчас он мог бы быть счастлив. Да, как будто, знаете, как будто он вроде бы и все видит как есть, тут без обмана, да, всё, да. Ну, ему вы интересны очень, да, он так и будет подсматривать, как шпион, ему интересно. Возможно, он сожалеет, что потерял вас в свое время, потому что сейчас мог бы быть счастлив. Тоже здесь такие карты. Да, он сожалеет, еще раз уточнила, он сожалеет о том, что
вот эти чувства были, и теперь их нет. И теперь вот он боится, что этих чувств может не быть больше. У него, скорее всего, после вот вас, да, не было таких вот ощущений. Вот он, может быть, и встречался там, да, с кем-то, может быть, общался, да, но такого не было. Вот именно по чувствам, по душе, по любви, да, вот не было такого. И он, возможно, сейчас он думает, что вот свое время упустил, да, и будет ли такое снова? Возможно ли это? И что вы привлекаете, и наверняка у вас кто-то есть, вас придется отбивать от кого-то, наверняка есть поклонники. Вот, он об этом подумал. Да. Будет ли он как-то действовать, он, скорее всего, не будет действовать. Возможно, он это сделал, чтобы вы начали действовать, чтобы он... Тут как будто, знаете, тут все на женщину, переложил ответственность на женщину. Он как бы дал о себе знать, чтобы его заметили, и посмотреть, будете ли вы как-то действовать, проявляться к нему или нет. Но если вы будете проявляться, он вам будет отвечать. Ну, здесь знаете как? Как будто вы инициативу должны. Нафига вам это надо? Как будто если вы инициативу проявите, он будет принимать ваше внимание. Как-то так вот, знаете, с барского плеча. Не нравится мне. Ну что это такое? Типа, если вы обратите внимание, он вам ответит. Нифига, мужчина должен действовать. У него не складываются новые отношения, у него такого больше нет. Зачем он посмотрел, зачем он вас вспоминает, да, зачем он вот вообще вот дал о себе знать. У него такого нету больше, таких чувств. Он ограничен уже, все, у него нету, он думает, что этого и не будет уже. Вот. Зачем о себе напомнил? Просто захотелось романтики, встречи, флиртов, сколыхнуть старые чувства. Он знает, что этого больше не будет, встреч не будет, что это в прошлом. Просто захотелось вспомнить. Просто захотелось вспомнить, как это было. Как это было прекрасно. Да, как у вас, смотрите, какие у вас были классные отношения, когда вот вы друг друга понимали, вы друг друга наполняли. Были такие моменты, которые очень-очень ценные, когда вот он был в стабильности, он не сомневался в ваших отношениях. Здесь как-то были такие моменты классные. Поэтому вот он. Но сейчас вы далеко, да. Сейчас вы расстались, вы далеко, и у вас своя жизнь. Как-то вот так вот посмотрел, и вы думаете, что вот все уже осталось в прошлом. Знаете, здесь как будто он может, у него будет выбор, действовать ли или нет, возвращаться ли или не возвращаться, будет такой выбор у него, вернуться или нет. И, скорее всего, он даже если вернется, то тут ничего не получится. Ну, как будто уже все в прошлом. Да, все осталось в прошлом. Нету понимания, нету вот этого вот то, что было, когда вы вместе. Наполнение. Здесь ему урок, ему какой-то урок, знаете. Вот и если ты, говорит, встретил то, что ты мечтаешь, то, что тебе нравится, да, то, что тебе дорого, да, то говорит, крепче это надо было держать. Это для него урок такой. Это для него урок такой, что надо было крепко за это держаться. А сейчас, ну что может получиться? Что ты, говорит, можешь ей дать, если, говорит, ну, если ты вернешься, видите, тут как бы ничего такого ты ей дать уже не можешь. Все уже осталось в прошлом, видите, тут как бы, ну, такие карты. Если даже он будет что-то действовать, то здесь все равно разочарование какое-то. Это ему урок. Вы его научили, что если ты встретил кого-то, кто вот прям вот
твоя мечта, вот как будто вот осуществил твою мечту. Человек такой, что но тебе так хорошо с этим человеком, то не надо отпускать, не надо было ее отпускать. Вот. Надо было беречь, холить или лелеять. И быстрее замуж, вот, жениться на ней, замуж звать, да. Нет, а он ушел, так ушел, он даже действовать, скорее всего, и не будет, даже если будет выбор, но он думает об этом. Ну, тут, скорее всего, не будет действовать, да, тут как будто осталось в прошлом это все. Вообще, можно ли восстановить? Тут 50 на 50 говорят карты. То есть, может быть попытка восстановления, а может и не быть. Тут от него зависит, от того, какой он выбор сделает. Судьба покажет, говорит, да. Судьба покажет, что он будет делать, это от него зависит, будет ли он действовать или нет. Для него этот выбор сделать тяжело. Ну, вряд ли тут он что-то будет действовать, а если и будет действовать, то тут как будто что-то что-то не то уже будет. Ну, посмотрите, может быть, если и будет встретиться, поговорить. Если только встретиться, поговорить, а вот дальше... Встретиться, поговорить о прошлом. Давай, может, возобновим отношения. Нет. Нет, ты же знаешь, что это будет все заново, все то, все, короче. Ну, в общем, увидите. Он должен принять решение. 50 на 50. Он может и вообще ничего действовать не будет. Это просто ему урок, чтобы он вспомнил то, что вот он потерял. Это вот для него. Вот и все тут. Это для него. Ну, для него так и получается. Еще раз достала карты. Для него урок. Если тебе что-то дорого, если что-то ценное, то держи. Держи это крепче, не отпускай, никому не отдавай. Это для него урок. Хотела, думала, это для вас или для него, еще раз посмотрела. Для него. Это для него урок. Для него урок. Так. У вас может еще быть общение с ним, но это как 50 на 50, говорю, это не факт. Это такие два варианта развития, а зависит от него. Вот какой путь он выберет, так и будет. Может и не быть, а может и быть. То есть может еще написать что-то, какое-то сообщение, что-то сказать, еще может быть разговор. Эту новость может узнать. Подсказка вам. Подсказка на ваш вопрос. Дайте себе отдохнуть. Ольга, дайте себе отдохнуть. Нос зачесался. Нос зачесался. Далеко до меня? Еще один донат, а потом буду смотреть этот Гулизар. Потом буду смотреть комментарии. Ну, можете в записи, если что, посмотреть потом. Сейчас Регина у нас. Ага. Так, сейчас поняла. Другую колоду. Так, другая колода. Вот она же. На этой, да? Не хотела сейчас сказать. Слушайте, смотрите, если человек напоминает о себе через сны, это может означать несколько вещей. Это может означать, Регина, вам говорю, называется шариками. Правда любви называется Правда любви, да. Карта предсказания. Я сама, думаете, знаю, как они у меня называются. Вы как говорите, так я и говорю тоже. Вот. Так что я уже поняла, да. Смотрите, если человек напоминает о себе через сны, это может означать, что он о вас вспоминает, вспоминал о вас, скучает, вспоминает, думает о вас наяву, да, это все. Или еще вы с ним не проработали все, и вот во сне снится вам отработка. То есть, например, вы там понравились друг другу. Я рассказываю не вашу историю, я рассказываю свою, например, историю, да.
Ну, у меня было такое, рассказываю свое. С человеком познакомились, он в другом городе, я ездила туда по работе, да. Не надо было говорить, что я про себя рассказываю, да, надо просто пример сказать. Но еще смотрите, вы с ним встретились в другом городе, да, по работе, там какое-то время пообщались, потом расстались, да, вы с ним, ну, он, например, вам предлагал остаться, вы не остались, разъехались, но вам нужно было что-то там проработать. То есть вы еще не достаточно времени не прообщались, не произошло какое-то событие. И вот во сне вам может присниться это событие, то, что вы должны были отработать с ним, вы отрабатываете это во сне. Какая-то ситуация такая, да, вот что-то вы должны были прожить наяву, да, но вы это не сделали, и вот во сне вы это сделали, все, закрыли с ним все, и все, как бы вот, чтобы не висело еще, чтобы потом опять вы не встретились в следующей жизни, да, вы в этой можете отработать во сне. Вот, поэтому здесь еще может быть и такое, что вы отработали во сне, как бы все, и расстались, каждый живет свою жизнь. Но эти воспоминания могут остаться у вас надолго, кстати. Вот, ну, эти отношения как бы в прошлом уже, как будто вы все во сне прожили. Вот так вот с ним, что должны были прожить, чтобы вы могли расстаться спокойно. Что такое может быть? Так, что бы он хотел сейчас сказать? Две карты, ладно. Так, две карты. Я не знаю почему. Тут написано, я отошел, когда увидел тебя с другим. Не знаю, он вас видел с другим или нет. Я отошел, когда увидел тебя с другим. Вот это хотел бы сказать. Может быть, он думает, что у вас кто-то есть. И вот эта карта тоже вышла. Я снова и снова пытаюсь вернуть наши отношения. Ну, то есть он думает о вас, он думает о вас. А его душа что хотела бы передать вашей душе? Почему? Я не знаю, зачем он это сделал. Я спрятал свое истинное лицо от тебя. Его душа хотела бы передать вам. Почему он во сне вам приснился? Я вот, смотрите, спросила. Когда-нибудь мы снова будем вместе. Вот это вот хотела сказать, что когда-нибудь мы снова будем вместе. Поэтому приснился во сне. Чтобы хотя бы во сне. Когда-нибудь мы будем вместе. Во сне идет за вами по пятам. Ну вот, видите, он о вас думает. Он думает, что хотел бы вернуть эти отношения. И вот вы это прорабатываете во сне. Потому что реально вы на расстоянии не можете проработать это. И вот судьба дает вам шанс проработать это все во сне. И он, как бы и вы, вот это все проработать. Поэтому вы, скорее всего, прорабатываете вместе. А то, что когда-нибудь будем снова вместе, это, возможно, в этой жизни вы вот как бы отработаете, и, может, в следующей вы решите быть вместе, например. Не факт, что в этой. Ну, как, хотя как захотите, конечно, тут. Ну, что бы он еще хотел вам сказать? Я стараюсь быть лучшей версией самого себя. Ну, это вот. Вот он еще такое хотел бы сказать вам. Так что здесь так. Будет ли он действовать как-то? Он говорит, ты моя родная душа, говорит вам. Видите, он не может от вас отказаться. Он, хотя даже знает, если что вы вместе не можете быть, потому что, ну, далеко, но он все равно считает вас своей родной душой. Потому что уж, знаете, слишком бывает такое, что вот встречаешь человека и вот так прям понимаешь друг друга, да, как будто это твой человек родной, что ты не можешь от этого отказаться, будешь думать об этом человеке. Хотя даже бывает, что у людей разная жизнь, они не могут быть вместе, они все равно, вот как родные души, они могут скучать друг по другу все равно. Так что тут так. Что-нибудь еще спросить у него тут? Возможно ли реальное общение, если только кто-то поедет к кому-то, видите, если только преодолеете расстояние реальное, вот, ну, чтобы общение было, если кто-то решит преодолеть расстояние. Но захочет ли этот кто-то преодолевать расстояние?
Не факт. Не захочет, говорят. Не захочет. Ну и вообще реально, если кто-то захочет преодолеть расстояние, просто, ну, тут не захочет преодолевать. Поэтому вы во сне будете это прорабатывать. Родная душа. Вернуться, да. В реальности не говорит, молча все. Ну, потому что, знаете, здесь по картам, тут как будто ну, можно, да, можно вот эти карты вышли, можно приехать, да, там вот это все как бы начать отношения, но вот по этим картам говорится о том, что люди подумают, как это будет выглядеть, это все нужно сделать правильно, да, где, ну, то есть это все серьезно к этому подходить, и, скорее всего, этого человек не будет это делать. Вот поэтому вы во снах это отрабатываете. Вот. Общайтесь во снах. Да вам ничего такого делать не нужно. Нужно ли вам что-то делать? Вам нужно просто веселиться и получать удовольствие от жизни. Общайтесь с подружками, с друзьями. Здесь не нужно от него чего-то ждать. Отрабатывайте во сне просто. Мне кажется, тут вот так вот. Отрабатывайте только во сне. Здесь даже, видите, здесь не получается реально. Здесь реально не получается у вас. Поэтому так и во сне, наверное, скорее всего, отработаете и все, и пойдете дальше, каждый своим путем. Здесь так. Оракульных это каких? Вытянут вот этих вот на шариках. Приедет в город через пару месяцев. Многие вещи напоминают о тебе. Ну, он, видите, он, видите, не забыл вас и не забудет. Мне интересно, наслаждаешься ли ты жизнью без меня? Вот он приедет и будет, смотрите, что думать. Все будет ему напоминать о вас. Все здесь будет напоминать о вас, и он будет думать. Интересно там, наслаждаетесь ли вы жизнью без него или нет? Вот что там у нее происходит? Вот он еще вам, вот он будет, несмотря на то, что мы не вместе, я все еще могу тебя чувствовать. Это когда он приедет, вот смотрите, вот, приедет в мой город через пару месяцев, вот это вот все у него тут сколыхнется, и вот такие вот будут все напоминать, будет думать о вас, как вы там живете, он все равно чувствует, хочет к вам, такое вот на него нахлынет. Но здесь не покажет, будет ли он как-то к вам проявляться. Вот еще смотрите, он что-то хотел бы какие-то слова свои забрать назад. Какие-то слова хотел бы забрать назад, что-то такое. Вот, я помню все, что произошло в тот день до мелочей. Вот. Ну, вот это вот он хотел бы вам сказать. И когда вот он приедет, он будет очень сильно хотеться к вам, очень сильно. Поэтому все будет напоминать, потому что все будет напоминать о вас. Но когда он приедет, как будто сложно будет встретиться. Как будто встречи может не быть, когда он приедет. Не знаю. Если что, думаю, встретитесь ли вы или нет, когда он приедет. Нет, как будто встреча может не состояться. Как будто вот встреча может не состояться, а он все время будет здесь думать о вас. Но встреча почему-то может не состояться. Как будто обстоятельства какие-то могут сложиться. Так что как будто вы не сможете даже, если даже он и предложит, как будто ну, не сможете в это время или как-то не получится.
Ну, все, тут пошло какое-то такое. Все, тут уже сказали они. Больше ничего такого нету. Тут он уже все сказал. Эти карты все. Вот эти обстоятельства помешали в прошлом. Ну вот и сейчас могут помешать. Здесь как будто, знаете, как будто вот вы во сне-то все и отработаете с ним. Как будто из-за того, что вы не можете встретиться и нет такой возможности в будущем встретиться, вы отрабатываете все это во снах. Что я тут карты не так перевернула. Так что, скорее всего, так вот во сне отработаете и пойдете каждый своим путем. Просто останутся приятные воспоминания у вас двоих. Ну, что было какое-то приятное общение там вот. И все. Ну, был там какой-то человек, который нравился, вот, в вашей жизни. И все. Правда была горьким лекарством, которое необходимо было принять. Вот в будущем вы будете думать об этих отношениях так. То есть, как бы, ну, вот так случилось и случилось. Ну, что ж делать? Вот. Сейчас посмотрю подсказку, да? Подсказку уж надо на этот вопрос. Подсказка для Регины. Подсказка для Регины. Смотрим. Используй свое обаяние. Вот, используй свое обаяние. Не знаю, при чем тут обаяние. Причем, ну вот почему-то так. Вас тоже благодарю, Регина. Спасибо за ваш вопросик. Так что у меня тоже был такой опыт вот во снах, да. Бывает такое. Вот. Ну, кстати, во сне может быть... Если бы мы во сне могли ощущать себя, что мы во сне, вы во сне можете делать все, что угодно. Если вот вы бы ощутили себя во сне, что вы спите, да, то вы можете все, что угодно здесь сделать, то, может быть, вы бы и попросили его о чем-то, да? Как будто он не закончил что-то свое, а вы свое, видите? Вот Гулизар, давайте. К чему чешется нос? Или по носу вот так получите, что я уже сделала, или будете пить. Ну, это говорят, это такая примета. Я не пью, поэтому вот, только водичку. Так, Гулизар, давайте посмотрим. Совет. Для Гулизар что скажет? Извлекайте из опыта позитив. Все, что происходит в вашей жизни, это вам для опыта. Это ваш опыт. Поэтому какими бы способами опыт не пришел в вашу жизнь, извлекайте из опыта позитив. Это вам для чего-то нужно. Все, ответила. Совет, значит, одна карта. Если кому-то что-то не ответила по подсказкам, напишите подсказки. Не, ну прям с печенькой с предсказаниями прям классно получилось на этой колоде, на новой. Здесь такая, оказывается, тоже печенька есть. Печенька удачи здесь называется, фортуна удачи. Печенька фортуны. Печенька удачи, предсказания. Вот, так что, кто не видел, там посмотрите. Так. Ну все, я все и общие раскладики сделала, и всем посмотрела. Кому-то еще нужны подсказки? Сейчас я посмотрю донаты. Будем заканчивать тогда, раз всем все ответила. Донаты все ответила. Тут вроде тоже все ответила. Да, в комментариях тоже вроде подсказки всем дала. Вот. Печенька предсказаний. Класс, я так ждала. Регина, можно мне подсказки? Можно, да.
Так ждала эту колоду. Теперь еще хочу парочку. Так, подсказки для Регины. Смотрим. Подсказка для Регины. Дайте себе отдохнуть. Тогда так, вот, настроилась. Дайте себе отдохнуть. Такая первая подсказка. Для Регины смотрим. Сделайте паузу, отдохните. Это самое правильное решение в данной ситуации. В общем, вам уже две карты, две колоды, то есть говорят отдохнуть. Нужно отдохнуть. Уделите внимание себе, отдыху, то, как вы себя чувствуете. Может, поспать надо. Для Регины смотрим. Перестаньте все откладывать на потом. Живите сегодня. О, это про маленькие радости. Живите сегодня. Не откладывайте то, что вы любите. Радуйте себя. Разные мелочи. Вот то, что вас радует. Радуйте себя. Ой, Гулизар оплатила. Сейчас мы посмотрим Регину, потом вас посмотрим. Так, смотрим Регина. Доверяй. Ой-ой-ой, куда тут ушло? Тебя любят. Не разрушай отношения сомнениями, недоверием. Вам говорят, доверяй. Это для Регины. Мы сейчас смотрим. Гулизар, я вам посмотрела уже предсказание. У вас одно было предсказание. Это для Регины. Послание из будущего. Для Регины смотрим. Ой, смотрите. Здесь вам как бы послание предупреждения. Сейчас вот настроится немножко. Не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. Видите, мы вам говорят, что если рядом с вами, в вашем окружении, будут люди, которые вас не ценят, не берегут ваши чувства, прям смело расставайтесь с ними и не общайтесь. Это могут быть люди из вашего окружения, там, с работы, близкие люди, партнер, там, да, дружеские отношения. Если вас где-то не ценят и делают вам больно, то есть берегите свое сердце. Если другие не берегут, то держитесь подальше таких людей. Будьте осторожны. Вот, спасибо, Регина. Сейчас посмотрю донат. А вот аноним, наверное, да? Вот это вот вы. Гулизар, это вы, наверное. Что? Так, сейчас посмотрим. Правильные подсказки. Спасибо большое, Алена. Доброй ночи, добрых снов. Регина, вам тоже доброй ночи, добрых снов. Спасибо, что пришли на эфирчик. Так, смотрим для Гулизар. Что он чувствует к вам? Он чувствует страсть и желание. Смотрите, его к вам тянет. Гулизар, вы для него такой, знаете, соблазнительный, запретный плод. Как-то вот так вот. Вкусная конфетка. А вы для него просто какая-то вот, знаете, очень манкая, очень такая, как пчелы на мед летят, да, вот все такая вкусная, такая желанная. Страсть к вам у него переполняет. Его чувство, что он чувствует к вам, чувствует страсть. И чувствует, что он на вас зависает, подвисает, зависим он от вас. То есть вот такие у него чувства возникают, что как бы даже, я не знаю, в каких вы отношениях, и ну, он свободен или нет, и вы, да, но здесь вот прям зависимость, прям даже если нельзя, я хочу, да, вот такое вот. Тянет к вам, просто очень сильно тянет, прям вот, ну, как зависимость такая вот. Страсть к вам, страсть и желание, вот такие чувства. Страстное желание, вот так. Но чувствует, что как будто вы прям мечта далекая, желанная. Как будто он мечтал и думал о такой женщине, как будто вы воплотили вот эти его мечты. Хотел бы близости с вами. Очень много думает о вас. Думает, правильно или нет. Вот эта вот близость, то, что вот далеко и желанно, это близости хотел бы вот здесь вот с вами.
по дьяволу интима хотел бы. Но он очень думает и рассуждает, стоит или не стоит, потому что он здесь может быть не свободен, или вы можете быть не свободны, потому что здесь как-то такая карта выпадает. То есть он думает, правильно это или нет, или может быть это неправильно, на это неправильно посмотрят люди, если он так будет себя вести. Как это будет, правильно ли это будет в ваших глазах, вот его действия. Вот насчет этого он думает о вас очень много, очень тянет к вам. Вот такие чувства. Он очень переживает, что вы не можете быть вместе. Здесь как-то так. Тянет, но как будто вы не можете быть вместе. Я говорю. Ну, вы тут должны были встретиться. Должны были встретиться, ну, на этом пути, на своем, чтобы понять, как идти дальше. Чтобы найти ответы у себя внутри, ну, вот, чтобы немножко проработать вот этот момент. Возьмете вы этот шанс или нет, то есть возьмет ли он этот шанс или нет, мужчина здесь, как он будет действовать. Ну, как-то вот здесь так вот. У него есть чувства, но как будто он может вам предложить только тайные отношения. Вот он думает, правильно ли это будет или нет. То есть, может быть, это будет, он очень много думает насчет этого, тянет очень сильно. Вы для него очень манкая, очень желанная. Есть желание и страсть здесь к вам. Он думает, как будто, что это неправильно, это не как люди посмотрят. Вот. Не поставит ли он вас в затруднительное положение, что подумают люди. Здесь как-то вот так вот. Не хочу тайных отношений. Вот он тоже думает, как это сделать правильно. Он, наверное, знаете, если он ваш директор, он думает, что будет ли правильно афишировать ваши отношения. Может быть, это вас поставит, то есть к вам будут относиться по-другому на работе. Отношения на работе часто приводят к тому, что одному придется уволиться, и, скорее всего, женщине придется уйти. Потому что когда двое работают на работе, все их конфликты, все знают, что они вместе, и в этом-то и проблема. Это все будут обсуждать, это все на виду. Поэтому, возможно, он тайные хотел бы отношения, чтобы никто не знал. Потому что это отразится на вашей работе, на его и на вашей, ну, на репутации. На работе заводить отношения — это такое дело. Вы можете вылететь оттуда. Не он при том, а вы. Какой есть шанс? Чтобы вы были вместе, какой шанс? Шанс есть, если будут официальные отношения. Если официально вы будете мужем и жена, то тут уже будет все намного проще. Тут уже проблем не будет. Угу. Но почему-то он думает про тайные отношения. Он как будто не хочет говорить, он еще пока что... Возможно, он сначала хотел бы тайных отношений, чтобы понять. Он же не может сразу предложить вам: давай поженимся, да, вот тут вот официально, вот тут вот вы, да, вот официальные отношения. Он, ну, типа, если у вас не будет проблем, вы можете работать вместе, если это будут официальные отношения. Да, будет сложновато, но вот этой вот критики, вот этой все, чего он боится, не будет. Но он думаю, что лучше пока все скрывать, потому что неизвестно, к чему это может привести. Зачем заранее как-то вот... Да, он думает о таком. Думает ли он о таком? Думает, потому что его к вам тянет. Здесь влюбленный, его к вам тянет, видите, и выбор. Он стоит перед выбором. Он не знает, как сделать правильно, чтобы общественность, вот общественное мнение не разрушило бы вот это вот все, потому что, ну, всякое бывает. Он думает об этом, да. Потому что здесь чувство есть, потому что к вам тянет, и он хотел бы как-то решить этот вопрос. Он думает, как это сделать. И вообще, стоит ли это делать? И вот у него в голове мысли такие есть, поэтому так и показывает. Поэтому так, да, иначе бы это не показало бы. Да, но он хотел бы шанс на счастливые отношения. Он хотел бы с вами, конечно, гармонично общаться, чтобы вы ладили друг с другом. Не хотел бы ссор никаких абсолютно. Хотел бы, чтобы он был главный в отношениях, и вот чтобы, если что-то и предложить, то он должен предложить. Если переход на новый уровень отношений, если он предложит вам отношения, то это он должен сделать.
Не вы должны сделать, это он. Он не примет предложение от вас. Это как-то будет что-то не то, нет. Надо, чтобы он, да. Это, знаете, это для него важно. Это даже для него важно принять решение, чтобы вы на него не давили, потому что это важно для него со стороны мужчины, как мужчина. То есть, что он принял это решение самостоятельно, без давления, осознанно, чтобы он четко знал, что он берет ответственность за свое решение на себя. Вот тут как-то так. Думает, но не знает, что делать. Ну, мысли такие есть. Потому что чувство есть, сколыхнулось там все внутри, тянет к вам, а что делать? Не хочет вас разочаровывать. Хотели бы, чтобы вы ждали его дома, конечно, хотел бы, да. Хотел бы, но тут вообще еще пока нету ясности. Вот именно, что у него только мысли сейчас. Чувства и мысли. Ну да, видите, подтверждает только чувства и мысли. Действий никаких не будет. Видите, от действий он закрывается, он не будет никак действовать. Будет ли действие в ближайшее время от него? Не будет действия, потому что он весь в мыслях. И знаете, он думает, у него разные решения в голове, и ни одно решение его не устраивает. Он еще говорит, можно так сделать, но нет, можно так, но нет. Что-то ему не нравится, не так, не так. В общем, очень много мыслей. Вот, так что, ну вот так. Действовать пока не будет. Чувство есть, да, действовать не будет. Много мыслей. Вот так вот. Да, он хочет, чтобы вы его ждали дома, чтобы, да, он хочет семью, он хочет, знаете как, даже жить вместе просто, вот он хочет, просто чтобы вы вместе жили, чтобы вы были дома рядом с ним, хотел бы он этого, думает. Сейчас посмотрю подсказку на ваш вопрос, что карты скажут. Да, на ваш вопрос для Кулизар, подсказка. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Видите, тут аккуратно надо, чтобы, видите, раз он не хочет разглашать там, да, афишировать отношения, то будьте аккуратны и внимательны в своих словах, чтобы никто не догадался. Не стоит, знаете, ставить его перед фактом, потому что будет неудобно, и он от вас отдалится. Потому что на работе очень сложно строить отношения, я бы так сказала. Вообще мужчина, когда видит женщину, он уже знает, хотел бы он с ней быть или нет. Особенно с возрастом, мне кажется. Ты уже видишь человека, можешь ты с ним прожить жизнь. Хотел бы ты, чтобы он рядом всегда был, хочется тебе его обнимать или вообще как бы нет. То есть со временем уже как бы женщины видят мужчину, они же тоже примеряют, как он будет, если там мы поженимся, хорош ли он будет, там, хочу ли я за него замуж, да, каким он будет мужем, она же тоже может себе фантазировать, так вот и он тоже. Он тоже думает об этом, фантазирует, возможно ли будущее, как это можно было бы сделать. То есть, а вот у вас тут разные, вы тем более вместе работаете, вы на виду у всех. Любая ошибка, любое изменение вашего настроения, да, это все начнут что-то там шушукаться. Вот как бы для него это серьезный шаг. Вот поэтому здесь так. Так что будете смотреть, как он будет действовать. Тут от него зависит, он принимает решение. Нет, тут от него зависит. Тут вам ничего делать и не надо. То, что делали раньше, то и делайте. Продолжайте так, как вели себя раньше. Тут показывает. Продолжайте так, как вели себя раньше. Вот. Так что так, тут такой ответ. Спасибо вам большое, Гулизар, за ваш вопрос. Спасибо, что пришли на эфирчик. Сейчас посмотрю еще донаты. Донаты обновила, донатов больше нету. Все, значит, все донатики ответила. Что тогда будем заканчивать эфир?
Как вы думаете, пора, наверное, заканчивать, раз я всем все ответила, все вопросики, все донатики. Если что-то кто-то хочет еще, напишите в комментариях, чтобы я увидела. Я тогда подожду, если хотите что-то еще спросить. Или буду заканчивать. Вот. Если какие-то интересные общие расклады, какие-то темы у вас для общих раскладов есть, можете в комментариях под любым видео написать про общие расклады. Если у кого-то не идет YouTube, тормозит или что-то, заходите в Telegram. Там я записала видео, скачала файлик, который у меня тоже на компьютере стоит, записала видео, как его установить. И у вас YouTube будет летать, вообще не будет тормозить. Ну все, тогда будем заканчивать. Всех обнимаю, целую, пусть у вас все будет хорошо. Хорошей вам недели. Увидимся с вами на следующей недельке, в субботу, 21:30 по московскому времени. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить эфиры. То на прошлой неделе у меня был стоматолог, поэтому эфир пришлось начать раньше, чтобы мы успели на прием. Что у нас стоматолог вечером был. Он у нас работает круглосуточно, поэтому вот так вот бывает. Нажимайте на колокольчик. Вот. Все, всем пока, увидимся на следующей неделе. Все, буду заканчивать.